Ну что, вот мы и на граунде наконец-то. И я впервые со своим автомобилем не в роли человека за камерой, а в роли человека, который за рулем. Очень интересное ощущение, немножко, конечно, нервозные, потому что хоть и понимаю, что никто тебя оценивать не будет, но на тебя будут смотреть. И это человеческое внимание мне не очень привычно, поэтому посмотрим, что из этого получится. Но, естественно, перед тем, как покататься старым Ниссаном, нужно позаниматься. Поэтому я сейчас закупил целую кучу различного рода жидкостей, фильтров, всякой мелочевки для того, чтобы обслужить его, подготовить к мероприятию и быть более спокойным, скажем, там, за мотор и за различного рода другие агрегаты. К примеру, у меня тут стал плохо работать ручник, я глянул туда, а оказывается, там просто нет колодок. Ну, как-то раньше, видимо, они существовали, или раньше меня это не беспокоило, потому что машина 1000 лет стояла. Ну и, в общем, различного рода мелочи необходимо устранить перед тем, как ехать на серьезное мероприятие. Но начну я не с самой рядовой замены. Надо поменять на данный момент бензин. Ну что у меня здесь произошло? Я уже пару раз снимал насос, потому что изначально давление топлива стало почему-то падать, поэтому, кажется, нужно почистить сам бак. Ну, что мы нашли в баке? Получается, вот этого непонятного цвета жидкость — это бензин, а то, что под ним находится, это, соответственно, уже вода. Приходится залазить туда просто вручную тряпкой и все это вытирать. Процедура не самая приятная, но, надеюсь, полезная будет для мотора. Давай, рассказывай. Туда не смотрим, там вывешено. Значит, я сегодня 4 раза обоссал все вот здесь под подъемником бензина, высохло просто уже. 4 раза или 3 вскрывал опять бензостанцию, все там вычистил, весь бак просто отдраил, практически вылезал. Ну, судя по тому, сколько я вдохнул бензина, реально вылезал. Поменял патрубки на трубки сами, резиновые шланги на подачу поменял, потому что он там с небольшой трещинкой был, мне не понравилось. И, короче, у меня были проблемы с давлением топлива, я грешил на регулятор, а потом достал фильтр, и просто из него полилось коричневый кал. Он даже не полился, он так посочился. В чем суть? Вот сейчас я снял фильтр, и, соответственно, как мы видим, на нем всякое вот это коричневое. Кажется, ржавчины тут не должно быть. Короче, все это разобрал, все поменял, новое поставил, обслужил, завел, и у меня, понял, было давление 3,5 едва набиралось на регуляторе. Я просто подаю, слышу, скрипят трубки. Подхожу туда, там 7 нахуй давит. Нихуя. Просто потому что все, теперь вся система чистая. Вот, после этого мы, значит, поменяли наконец-то колодки сзади. Маслицу я залил, фриз проверил, тоже залил. Короче, автомобильчик, вот я хотел сказать, готов, ну, кажется. Напомни, сколько время сейчас? Не знаю. Сейчас скажу. Я приехал в 5. 4. Нормально. Нормально. В общем, Nissan был Ниссаном, и отлично, что мы проехались перед тем, как поехать на Grounded, потому что выявилось ряд проблем, связанных с тем, что он долго стоял, какое-то время строился и все такое. Все эти проблемы были устранены, спал я примерно часов 6-7 за последние 2 дня, но в общем и целом очень доволен и очень надеюсь, что смогу соответствовать, возможно, не по внешнему виду, но хотя бы по езде ребятам, которые приехали сюда, потому что техпарк, мое уважение. Много классных машин, и все наши друзья наконец-то здесь. Пойдем, покажу техпарк. В целом стоим мы здесь 3 классными лаурелями. Этот автомобиль Трояна, мой и, соответственно, Толя. Естественно, наши друзья из Москвы тоже посетили данное мероприятие. Будем наконец-то вместе кататься. Спасибо всем ребятам, кто поддержал. Enjoy здесь, блин.
наконец-то второй день. Был он, конечно, сложным, жарким, тяжелым, но я очень доволен, что я сегодня наконец-то нормально более-менее покатался. Машина едет лучше, чем вчера, не идеально. Топливо кипит, регуляторы эти показывают непонятно что. Ну, короче, требует она все-таки доработок по топливной системе. Но, в общем и целом, все четко. Мы покатали впятером с ребятами, покатали 3 лаурелями. Было вообще супер классно. Да, я отваливался где-то просто потому, что я нажимаю газ, а она, ну, как бы не газует. Вот. Газ жал в пол вообще всю дорогу, но, к сожалению, мощности не хватало. Ну, в общем и целом, я доволен. Я поставил галочку. Кстати, оторвал вот эту штучку еще. Но нет никаких серьезных проблем, поэтому и хер с ней, что я оторвал. Короче, я делюсь. Это же первый раз, когда я тут езжу. Я 5 лет сюда приезжал, лимонил Бибу. Такая же хуйня. Такой стоял за этой решеткой и такой, я тоже так могу. И вот, наконец-то, блин, это свершилось. Я капец самый счастливый человек на земле. И я хочу сказать, что у меня здесь были самые крутые ощущения. Не когда ты там в паровозе едешь даже, а когда просто вот отсюда, вот этой толпой этой стартуете просто каких-то бесов. Вы спускаетесь вниз, что-то все гудят. И ты такой, я же, блядь, тут внутри. Ты просто знаешь, когда ты это... У меня мурашки пошли, блядь. Сука, я просто как, знаешь, в мечте. Жесть. Я стариком буду вспоминать стопудово этот выезд. Просто вечность. Короче, если честно, я абсолютно согласен с Тёмой, потому что я с 2018 года в роли медиа езжу на это мероприятие. И каждый год ты готовишься к нему, хочешь что-то поснимать, думаешь, блин, так классно, чуваки будут гонять. А в этом году я готовился к нему, понимая, что я хочу что-то поснимать, конечно, но гонять буду тоже я. И это какое-то сумасшедшее ощущение, типа изменения ролей немного. Чувак, песенка. Блядь. Ебать, ты видел меня, блядь, поздравили кубком? Чё, за что? Паровоз дали, да? Мне кубок дали, блядь, за разбитую стену, ебать. Another creature has lost its vision. Это микрофон? Go. Reel it in. For the creature on television, there's no turning back to nobody. There's no second chance, no third degree. Толя!